Почему люди берут кредиты? Вот и я задаюсь подобным вопросом. Думаю, что основная причина в том, что кредит позволяет иметь то, на что у человека пока еще нет средств. Человек добровольно становится зависимым от этого принципа, и ему начинает это казаться чем-то благим, когда он может позволить себе иметь то, на что у него нет денег. И ключевой момент здесь иметь. Но если ты имеешь что-то, на что у тебя нет средств, логично было бы предположить, что за это надо платить в разы больше. Но я хочу подчеркнуть финансовую переплату как вторичный по важности момент, хотя сам факт переплаты очевиден. Важно, что человек переплачивает за свое ощущение от владения тем, на что у него нет денег. И эта переплата – свобода. С момента подписания кредитных договоров люди играют по правилам банка, но не по своим правилам. Человек, по сути, расписывается в том, что его жизнь больше не принадлежит ему самому, а принадлежит банку. Я не беру в расчет случаи, когда люди берут кредиты для бизнеса, когда есть четкий план его запуска и развития, и, как следствие, погашения кредита. Я хочу заострить внимание на самом факте владения вещью, на которую нет средств для ее приобретения. Человек в первую очередь расплачивается за кредиты своей свободой. Можно даже считать финансовую составляющую вторичной, так как лишение себя свободы – это более важный фактор, по крайней мере для меня. В конечном счете, лишение себя свободы – это добровольный выбор самого человека. И делается это ради каких-то собственных впечатлений от вещи или ради произведения определенного эффекта со стороны других людей. Человеку хочется казаться тем, кем он не является на самом деле, а в данном случае он является просто частью общества потребления, с которым он себя отождествляет, в силу воздействия культуры этой среды. Человек, когда берет кредит, он перестает принадлежать самому себе, потому что после подписания кредитного договора он начинает действовать на условиях банка. Исключение составляют случаи, когда человек берет кредит в целях инвестирования в бизнес, то есть когда у него есть четкий бизнес-план. Еще есть такая забавная вещь, как кредиты на отдых. И недавно я узнала, что есть люди, которые берут кредиты на то, чтобы отдохнуть где-нибудь за границей. Это, конечно же, верх сумасшествия. Это полный абсурд. Работать на зарплату и брать кредит, чтобы отдохнуть, чтобы в последующем еще больше работать, что ли. У этого бедолаги, видимо, не хватает ума подумать о том, чтобы оптимизировать свою жизнь, найти более доходную и требующую меньших усилий работу. Но если его все устраивает, черт с ним, пусть работает, чтобы брать кредиты на отдых.